Всем привет! Хочу показать, какие одышечки у меня живут. Акцент делаю на том, что данные адениумы получены из питомника Мики. И вот такие растения приходят. Каждый из них имеет наклеечку с названием сорта. И, в принципе, могу сказать, что растения приходят небольшие. Особых вопросов непосредственно к каудексам и корневой у меня не было. Да, растения пересушены. Да, одно из них было очень обезвоженным. Но говорю, что вопросов вообще к корневой и каудексам не было и нет. Существенных гнилей на них тоже не присутствовало, кроме механических травм. Все вопросы остаются у нас к привоям. Вот, веточкам, которые были привиты на адениум. Привои небольшого размера. Кончики были подсушены, и те одышечки, у которых кончики подсушены, в принципе, развиваются неплохо. Некоторые были с подгнившими кончиками, и уже на протяжении 3 месяцев практически приходится бороться с этой гнилью. Растения были сразу же обработаны, обрезаны гнилые участки на веточках. Но гниение продолжалось, остановить его было непросто. И причем гниение проявлялось даже на тех веточках, на которых оно быть не должно было. Приходилось обрезать и обрезать, и на некоторых прививочках уже практически ничего и не осталось. Можно сказать, что растения находились в коматозном состоянии, и выходят из этого состояния они совсем непросто. Обрастают, все одышечки жить будут, но это выживание им дается совсем непросто. Вот так они выглядят. Можно поделить на группы с хорошими привоями и привои, которые продолжают тревожить до сих пор. Вот к этой одышечке вопросов уже практически не осталось. Гниение остановилось. Вот эта веточка тоже хорошо подсохла. Каудекс плотненький. Тревожит пожелтение здесь у основания прививки, но я думаю, что это не критично. Так что здесь можем считать, что все в порядке. Эта одышечка у нас уже успела процвести. На ней было 2 веточки с хорошо подсушенными кончиками. Никакого гниения не было и не предвидится. Здесь также не было никаких вопросов к одышечке. Плотненький хороший каудекс. Хорошо мы проснулись. Сухие кончики. Никакого гниения. Очень красивая. Эта одышечка была самой крупной. Сейчас никаких вопросов к ней нет, не осталось. Но были большие проблемы с гниением веточек. Причем первоначально этих гниений не было. Они проявились буквально на 2-3 день внезапно, и очень стремительно распространялась гниль. Одну веточку пришлось удалить практически полностью. Но место среза хорошо подсохло, и мы уже успешно просыпаемся и развиваемся дальше. Так что все у нас будет в порядке. За эту одышечку пришлось побороться. Прививочка имеет 3 веточки. Уже наращивает активно листики. 2 веточки продолжали гнить. Здесь уже никакого риска не осталось для одышки. Листики яркие, хорошие. Так что мы успешно развиваемся. Что можно сказать об этой растишечке? Она крохотная. Должны быть очень красивые листики на ней. Веточки с большими проблемами. Гниение удалось остановить. Удалось это нам очень непросто. Здесь гниль уже не опасна. Просыпаются на веточке дополнительные почечки.
Здесь также уже есть листики, почечки намечаются. Будут еще дополнительные. Веточка очень пострадала. Вот так она обработана. Небольшая. Но надеюсь, все будет у нас уже в порядке. Ну вот, эта одышечка была и остается самой проблемной. Растение небольшое. Было сильно обезвожено. Деформировался каудекс у нас. Вот, видно. Но мы потихонечку напиваемся. Все будет в порядке с каудексом. Но остаются проблемы с привоем. Обрезались регулярно, обрабатывались. На данный момент гниль остановилась. Есть уже листики. Вот проснулась почечка на этой веточке. Здесь сухая гниль тоже уже не распространяется. Так. С этой веточкой, конечно, проблем было больше всего, но гниль, которая присутствует, она тоже остановилась и ниже уже на веточку не опускается. Обрезать приходилось часто и много. Непосредственно до места прививки расстояние небольшое, есть куда еще резать, но надеюсь, нам уже это не понадобится. Вот такой сортик попался. Ну и какой вывод можно сделать? Имея в наличии 7 растений с этого питомника, жалею ли я, что купила их? Нет. Категорически нет. Это мои растения, я их люблю. Все мы проснулись, жить будем. И, надеюсь, будем радовать еще и цветением. Готова ли я сделать повторно заказ этого питомника? Категорически нет. Очень большой риск потерять и прививочку, и непосредственно само растение. Мы их все так ждем, любим, ухаживаем за ними. И потерять растение, нет, это слишком опасно. Заказывать повторно с этого питомника растения я больше не буду. Добавлю фото растений, какими они были в момент получения, как мы изменились, ну и фотографии сортов этих одышечек, фотографии из питомника.